Друзья, хочу вас ознакомить вот с этой статьей и анализом ситуации вокруг Камилы Валиевой с допинг-скандалом на Олимпийских играх 2022 в Пекине. А также тут раскрыты подробности, кого имела в виду Этери Тутберидзе со словами «те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции». Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ученицами Этери Георгиевны восхищались в США, но в трудный момент нанесли им удар в спину. Друзья познаются в беде, а в случае с Этери Тутберидзе, американские друзья познаются в беде. Олимпийские игры в Пекине очень четко это дали понять. Те из заокеанских коллег Тутберидзе, кто еще недавно восхищался успехами ее фигуристок, после развернувшегося вокруг Камилы Валиевой скандала в Пекине быстренько поменяли позицию. Усомниться в справедливости обвинений со стороны ВАДА мог и подождать решения ситуации. Нет, извольте проще и эффектнее развести костер для публичной инквизиции, и сделать это с фирменной американской улыбкой. Так кто же обидел Этери Тутберидзе своим лицемерием? Этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину. По окончании Олимпиады Этери Тутберидзе подвела у себя в Инстаграме итоги долгих 2 недель соревнований и очень четко дала понять, что ничьи действия и мнения не остались незамечены. Российского тренера поразило, насколько легко люди могут отказаться от прежних взглядов и заработать себе славу за счет чужой беды. Как же показательны такие ситуации: те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину, написала Тутберидзе у себя в Инстаграме. Демонстративный игнор девочек из России – это именно то, что устроили на личных соревнованиях фигуристок американские болельщики и спортсмены. По словам нашего серебряного призера в танцах на льду Никиты Коцалапов, представители США покидали трибуны перед сильнейшей разминкой, в которой выступали наши фигуристки. Для них не имело значения, что Камилу Валиеву официально допустили до старта, а ее пробы перед играми были чисты. Как и то, что всего несколько дней назад на командном турнире они стоя аплодировали этой восхитительной девочке из России, поражаясь ее таланту и силе. Слава богу, что ее не будет на подиуме. Если бы Оскар вручали за лицемерие, то среди главных претендентов на него однозначно значился бы американский экс-фигурист Джонни Веер. В ноябре он приезжал в Россию, чтобы посетить «Хрустальный» и взять интервью у фигуристок Тутберидзе для NBC, в том числе и у Камилы Валиевой. Юная спортсменка очаровала заморского гостя, и он даже разместил у себя в Инстаграме фото с ней. Джонни Веер запомнился тогда и похвалой в адрес самой Этери Тутберидзе, гостеприимно принявшей его на своем катке. Называл ее одним из лучших тренеров в мире и признавался в симпатии. Увы, через несколько месяцев он и не подумает поддержать в трудную минуту ни фигуристку, ни ее наставницу, которыми так восхищался. Если кто не знает, то Этери Тутберидзе – одна из лучших тренеров по фигурному катанию в мире. Недавно она разрешила нам записать ее профайл для NBC, по типу «Один день из жизни». Она очень сильная, целеустремленная, но при этом очень логичная и очень добрая. «Мне она невероятно нравится», — говорил Веер в своих сторис. На Олимпиаде в Пекине Джонни Веер работал комментатором для NBC и был без ума от выступления Камилы Валиевой в командном турнире. Господи, если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, я не знаю, что еще нужно, приводили слова Веера в твиттере NBC Olympics. К сожалению, восторги американца оказались крайне зыбкими, они вмиг рассыпались, как только появилась информация о сомнительной допинг-пробе Валиевой, он даже не пытался разобраться, что там произошло. Перед его взором отныне маячили лишь положительный тест и желание мнимой справедливости для чистых фигуристов. Я не могу одобрить это решение, был положительный тест, спортсмен, который сдал положительный тест, по своей вине или нет, вне зависимости от возраста и времени сдачи теста результата, не должен быть допущен к соревнованиям с чистыми спортсменами, написал Веер в своем твиттере. Но наиболее противным оказалось высказывание Веера по итогам личных соревнований у девушек.
Так откровенно радоваться поражению 15-летней девочки, просто жестоко. Мы увидели уничтожение юной девушки, я не могу представить, каково это, пройти то, через что сейчас проходит Камила. Но это никак не отменяет того факта, что ее и близко не должно было быть на Олимпиаде. «Слава Богу, что ее не будет на подиуме», — сказал Веер в эфире американского телевидения. «Это оставит шрам на нашем виде спорта». Идеальную компанию по лицемерному искусству Джонни Вееру составила известная экс-фигуристка из США Тара Липински. В 1998 году она сама выиграла Олимпийские игры в возрасте 15 лет, и как никто должна была понимать, насколько болезненной может быть вся эта ситуация для Камилы. Тем не менее она, как и Джонни, сначала осыпала ее комплиментами, а затем публично отреклась. «Такие таланты появляются только раз в жизни», — восхищалась Липински в эфире телеканала NBC во время командного турнира. И как же риторика Тары поменялась, когда в историю Камилы вмешалась сомнительная допинг-проба. «Я категорически не согласна с этим решением, в конце концов, положительный тест был. У меня даже не возникает вопросов, ее не должны допускать к соревнованиям, вне зависимости от возраста или сроков теста результатов. Я уверена, что это оставит шрам на нашем виде спорта», — сообщила Тара Липински. После того, как Камилу допустили к личным соревнованиям, в Твиттере даже запустили кампанию против Липински, люди напоминают ей, что победы детей на Олимпиадах начались с нее. Сомнительные бутылочки 8-летней давности. Самым нелогичным выпадом в сторону Тутберидзе и ее воспитанниц, а заодно и всего женского одиночного фигурного катания в России, отличилась американская фигуристка Полина Эдмундс. Девушка вдруг решила поведать миру историю 8-летней давности, вспомнила, как соревновалась с Евгенией Медведевой, Марией Соцковой и Серафимой Саханович в финале юниорского гран-при в 2013 году. Получился настоящий детектив, в котором преступник не человек, а загадочные бутылочки. Я сидела с ними в раздевалке, готовясь к выходу на тренировку, и их тренеры вышли, девушки завязывали шнурки, шутили, хихикали. Я была в раздевалке с мамой, за 5 минут до выхода на лед они все достали маленькие бутылочки. У них были пипетки, и каждая фигуристка приняла несколько капель, они смеялись по этому поводу. Одна сказала: «Мой врач говорит, что я не смогу это проглотить», другая ответила, что у нее все нормально. «Мы с мамой подумали, что это очень странно», — сообщила Эдмундс.